Я ничего не добилась, середина жизни, люди начинают мучиться, метаться. Какой-то трэш. У вас кризис среднего возраста, какие у него черты, какие проявления. Ну и вот я на него тоже попался. Бац, а время уже упущено. Ребята, привет! Это «Мысли миллиардера» в новом формате. Теперь не только Леша, который задавал мне вопросы, будет получать инсайты, потому что Леше хватило и Леши больше не будет. Теперь вы будете напрямую получать все эти инсайты. Пишите мне свои вопросы, я буду отвечать на самые актуальные, самые животрепещущие. Но, внимание, прежде чем я начну делиться своими мыслями, практиками про кризис среднего возраста, внимание, подпишись прямо сейчас на мой канал. Кирей Исаев пишет: мне 35, почти всего, чего хотел, я достиг. Теперь ступор. Надоело то, чем раньше занимался. Не знаю, куда дальше двигаться. Какой-то трэш. Стал выпивать. Предыдущее перестало питать. Нового не началось. Пока что-то спасает, но наверняка все это сложится потом в очень большие болезни. В общем, самое главное, как понять, что у тебя есть, черт побери, этот кризис среднего возраста, какие у него черты, какие проявления, какие симптомы. Самое первое, что с вами происходит, вот как будто у вас жизненный плюс, который у вас раньше был, и вы его чувствовали, он сменился на минус. Как будто у вас перестало питать то, что с вами происходит. Вам действительно не хочется никуда идти, вам хочется выпивать для того, чтобы отвлечь свое внимание, или вам хочется заниматься каким-то экстремальным спортом, чтобы отвлечь внимание, или вы становитесь агрессивным и ругаетесь на всех, опять же, чтобы чувствовать себя правым и отвлечь свое внимание от проблем. Как будто вы такие замедляетесь. Это все симптомы. Где-то все начинает возникать после 30, где-то даже после 33. И очень сильно сгущается все вот к 38 годам. 36-38 часто это просто разгар такой начинается. А дальше горит до тех пор, пока не потушишь или пока не перейдешь в другое состояние. Например, у меня кризис среднего возраста начался, наверное, все-таки лет в 33 мне было тогда. Но распознал я о том, что это началось где-то в 37. Я, черт побери, был уверен, что кризис среднего возраста бывает у других, а у меня его никогда не будет. Ну и вот я на него тоже попался. И за эти 4 года скопилось, знаете ли, очень много такого больного, неприятного, и разломалось очень много того, чего я не хотел бы, чтобы разломалось. Все потому, что я вовремя не признавал, что вот этот вот кризис у меня пришел. В чем это выражалось? Короче, я просто все пытался оставить по-старому, то, к чему привык. Когда вы чувствуете это в себе, когда вы чувствуете, что ваш плюс сменился на минус, смотрите, очень просто. Назовите, что у вас кризис среднего возраста, просто отфиксируйте проблему, назовите ее таковым словом и отправляйтесь решать. Это не лечится, это просто надо проболеть. Так же, как насморк, лечи, не лечи, он все равно 7 дней идет. Так вот, кризис среднего возраста, он длится несколько лет. Если вы проходите его интенсивно с тренером или с проводниками, и он может длиться бесконечно, впав в это состояние, вы можете хронически в нем находиться, так и никогда больше не встретившись с счастливой жизнью. Поэтому признайте, что у вас кризис среднего возраста, и найдите проводника. Я употребляю слово «проводник». Для успешного прохождения кризиса среднего возраста нужны на самом деле 2 проводника. Обычно одним проводником становится твой супруг, если у тебя есть, или друг, или ментор, наставник, какой-то взрослый человек, который тебя просто поддерживает, говорит: слушай, чувак, я понимаю, что у тебя кризис среднего возраста, я не буду тебе ничего советовать, я просто буду с тобой, и я буду тебя поддерживать, что бы с тобой ни случилось. Все, ты можешь на меня полагаться. И второе, проводник, который уже был в кризисе среднего возраста, прошел его и может выступать в некотором смысле консультантом, который может помочь вам осознать точки, когда вы уже вошли в кризис
в острую фазу кризиса и дать кое-какие рекомендации, как нежнее проходить этот период. И вот с этими двумя проводниками, один поддерживающего типа, который будет вселять в вас способность не терять состояние духа, даже если вы на дне находитесь, да, а другой консультант навигационного типа, кто уже был там. Вот вы с этими двумя проводниками, безусловно, справитесь с кризисом среднего возраста и пройдете в следующее состояние. Змей Тугарин пишет: мне 42, в прошлом году похоронил жену, детей у нас не было. На работе зарплату урезали, в выходные стал пить, чтобы выспаться, и быстрее прошли выходные. Чувство, что засасывает в какое-то болото. Змей Тугарин складывал какие-то представления о жизни, и вот эти представления неожиданно нарушились. Вместе с похоронами жены как будто бы прервался уклад, в который они оба верили, и нового не наступило, и пошло некое безвременье. Кризис среднего возраста называют кризис среднего, где происходит он в середине жизни. В это время люди хотят подвести какие-то итоги, а подводить-то и нечего. Люди обращают внимание, что вроде как к этому возрасту должно быть у них что-то, это, пальцы загибают, да, а у них этого нет. Вот. Откуда они взяли, что у них это должно быть? Ну, прочитали где-то или какого-то блогера там услышали, но это уже не важно. Люди начинают мучиться, метаться, тревожиться, самоедством заниматься и так далее. Важным является вопрос, как вовремя опознать кризис среднего возраста, чтобы долго не мучиться в этом состоянии или вообще не воспитать в себе вынужденную жертву и смириться с этим состоянием и жить бесконечно мучительной такой вот жизнью. Интересный момент, как иногда говорят японцы, значит, половина проблем, которые случаются с людьми, они рассасываются сами по себе, и вообще ими не надо заниматься. Просто подождать, и они рассосутся. А из оставшейся половины, значит, можно тоже разделить на две половинки. Часть вообще нерешаемые, и поэтому на них можно забить, да, а только 25% вот, при малейшем усилии решается. И таким образом японцы изобрели феноменальную систему принятия проблем на грудь и решений их. Кстати, я пользуюсь точно таким подходом. В общем-то, в этом подходе, конечно, очень все четко записано, но как это применимо к кризису среднего возраста? Давайте разберем подробно. Итак, у вас кризис среднего возраста, конкретные симптомы, желание избежать, самобичевание, я ничего не добилась, середина жизни, я должна добиться и так далее. Можно ли забить на кризис среднего возраста, и он рассосется? Вот, к сожалению, кризис среднего возраста не рассасывается. Проверено очень многими людьми. Вот не рассасывается. Вот это так. Второе. Нерешаемая ли эта проблема, чтобы просто перестать ее решать и забить и так далее? Нет, это решаемая проблема, поэтому не стоит ее отправлять и забивать на нее. Вот. Является ли эта проблема решаемая при малейшем усилии? Да, является. Вовремя распознанная, да, и вовремя снабженная проводниками, это действительно проблема, как профилактирование, не знаю чего, насморка. И те, кто забивает на кризис среднего возраста, в общем-то, они даже историй своих рассказать не могут, знаете, как ошибка выжившего. Именно поэтому нету ни одной истории от тех, кто забил на кризис среднего возраста. Вот Виктория Атоми пишет: мне 40 лет, приходят мысли все чаще о скорой старости, несостоятельность жизни, ужасное здоровье, которое становится только хуже, неудачное замужество и еще вагон проблем. Что же будет дальше? Какое будущее меня ждет? Жизнь пролетела так стремительно, все думала вот-вот сейчас, скоро уже сделаю, начну, бац, а время уже упущено. Я вообще не представляю, почему, когда говорят о кризисе среднего возраста, в основном всегда имеют в виду мужчин. Абсолютно у всех людей есть кризис среднего возраста. То, что Виктория пишет, и те мысли, и те ощущения, которыми делится Виктория, это очень мощно проявленные симптомы. Самобичевание, досада, бесцельно прожитая жизнь и все такое. Какое-то страстное стремление замереть
перестать двигаться, потому что, ну вот вроде двигался и ничего не получается. Сожаление, хотя сожаление – это плод забывчивости, да. Агрессия иногда очень сильно проявляется, но вот здесь у Виктории не проявлена агрессия. То есть на самом деле, смотрите, неважно в каком возрасте, это действительно не важно, но если вы чувствуете депрессию, если вы чувствуете подавленность, если вы чувствуете желание смириться с неудобной позой, в которой вы находитесь, если вы чувствуете, что вы придавливаете сами себя всей своей сильной волей, вы себя вот через досадование погружаете в пучину буквально букашки, раздавленной собственным мнением о никчемности, бесцельности и бесполезности. Если вы вот это вот все чувствуете, то это все симптомы. И для женщин я особо рекомендую сообщество про женщин. Именно такое сообщество есть, где женщины поддерживают друг друга. И там сейчас 13 тысяч женщин. И представляете, вот 13 тысяч женщин – это женщины, которым нужна была поддержка. Они пришли в сообщество и обрели эту поддержку. Петр Крюгер. Очень интересная история. Мне 36 лет, бегу из Москвы в Севастополь. Не вышел из меня семьянин. Директор, биг-босс тоже не вышел. Поеду жить как червяк на море. Почему как червяк? Может, и жену там найду. Ну, побег. Одно из типичных проявлений кризиса среднего возраста, которое проявляется в симптоме побег. Я сейчас перееду, значит, в другой город, в другую страну, и все наладится. Не наладится. Ожидание или иллюзии, или представление о том, что наладится, формирует предощущение, что наладится, и поиск доказательств, что наладится. И потому все, что сейчас будет происходить у Петра Крюгера, значит, в Севастополе, он будет собирать доказательства, что наладится. Так человек уже устроен, что он, если решил найти доказательства чего-то, он их обязательно найдет. Вот. У меня и у самого срабатывал однажды такой способ, что ли, да, выхода из ситуации. И я на год уезжал в Америку тоже. У меня был побег. Я думал на год уехать, в результате я там месяц, в общем-то, провел и вернулся в Россию обратно. Только потому, что осознал, что, в общем-то, я применил побег, а, собственно, ничего качественного со мной не изменилось. Вообще, какие виды побегов бывают, вы их легко узнаете, вокруг вас есть очень много таких людей. 36 лет, вот Петру Крюгеру, значит, он бежит из Москвы в Севастополь, окей. Есть люди, которые разводятся и думают, что вот новая жена сейчас у них будет и что-то изменится. Кто-то покупает новый автомобиль, там, кто-то мотоцикл покупает и начинает гонять там по вечерней Москве. Слушайте, это все виды побегов, это все способы перенести свое внимание куда-то подальше от проблемы, которая действительно есть. Еще раз говорю, ослабить проживание проблемы – это, конечно, естественно для человека, обезболивание. Да, перенести внимание на что-то другое, да, но это не решает проблему. Проблема остается с вами, она приходит в латентную форму, она переходит в хроническую форму и скапливается и бахает так, что мало не покажется. Вот, поэтому я рекомендую Петру Крюгеру, смотри, будь внимательный, даже если ты уедешь сейчас в Севастополь, пока ты внутренне не изменишься, пока ты не изменишь свое отношение к себе, отношение к делу, отношение к другим людям, пока ты будешь относиться к себе, как здесь у тебя написано, поеду жить как червяк на море, пока ты говоришь, может и жену там найду, такое достаточно девальвационное, то есть принижающее значение себя как человека и других людей как человек. Я вообще рекомендую не делать побег, обнаружив, что вы хотите куда-то убежать, вот запарковать эту энергию побега, которую вы, конечно, растратите, там, переезд и так далее, там, новые связи какие-то, да, вот запарковать эту энергию, да, сэкономить ее и направить эту энергию на самообновление.
Итак, с вами были «Мысли миллиардера» в новом формате. Пиши мне, понравился ли тебе такой формат, стоит ли продолжать именно так, стоит ли просить вас написать мне свои вопросы. В общем, пишите, комментируйтесь и самое главное, не забудьте подписаться на канал, чтобы вовремя получать самые свежие видео, ну и жить наполненной, насыщенной жизнью и чувствовать себя счастливым.